Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, а также какие движения по ключевым инструментам, доллару, рублю, нефти, золоту ожидаются сегодня с утра. Переходя к новостям, на что здесь хотелось бы обратить внимание, согласовали стимулы ковидные в Америке. Это создаст дополнительное топливо для рынков, но это и будет способствовать тому, чтобы инфляция начинала набирать обороты. На текущий момент с инфляцией происходят не очень хорошие события, которые связаны с тем, что, как мы видим, растет сырье, с одной стороны это плюс, с другой стороны это увеличение издержек. Растет то, что связано с производством, дополнительные затраты и так далее. То есть сейчас на фоне отскока, на фоне начала экономического роста это благоприятный индикатор. Но в дальнейшем, если не начнется существенное снижение данных параметров, это приведет к тому, что потребление не будет расти. И это закончится W-образным сценарием. Что касается ковида, Соединенные Штаты один из лидеров по прививкам. И с учетом размеров экономики и населения этой страны, в общем-то, это будет крупнейший гигант, который вышел из этой эпидемии, не считая Китая. Китаю удалось вообще легкими потерями отделаться. Переходя к российским СМИ, тут такие достаточно странные кричащие заголовки, что порвали бюджет протеста. На самом деле, если рассматривать в процентном отношении выплаты, то тут западные страны они гораздо больше потратили. То, что касается экономического календаря на сегодня, в 16:30 индекс цен производителей США. Вот это достаточно существенный показатель. С одной стороны, он показывает, как экономика восстанавливается, куда дует ветер. С другой стороны, в текущих реалиях, если он слишком сильно вырастет, это будет говорить о том, что развивается скрытая неблагоприятная инфляция, которая связана именно с надуванием. И вечером сегодня данные по федеральному бюджету США, но здесь уже это совсем будет поздно. Имеется в виду по времени. Друзья, давайте посмотрим еще, что касается позиции Форекс ММВБ. По РТС, понятное дело, торги в 7 часов утра начинаются, но я за эти 2 недели посмотрел с 1 марта, уже почти 2 недели, определенная корреляция в части того, как они фиксируются в конце дня и как протекают движения на протяжении первой половины дня или всего дня, она, в общем-то, сохраняется, как и ранее была. По РТС ставка на рост, продолжение роста индекса РТС. Сбер здесь ожидают коррекционный откат. Действительно, он достаточно существенно вырос. И для того, чтобы вот этот рывок с переписыванием исторического максимума развился, я думаю, здесь какой-то откат или проторговка, она жизненно необходима. Газпром. Здесь ставят на то, что Газпром сегодня будет продолжать расти. ГМК. Здесь тоже ставка на продолжение роста. Сишка фьючерс рубль-доллар. Здесь ставка на укрепление рубля. Евро-рубль аналогичная ситуация. Нефть, ставка на рост нефти, она какая-то вяленькая такая. Серебро, здесь ставка на коррекционный откат. И по золоту ситуация аналогичная. Друзья, переходя к графикам, Китай сегодня в плюсе, но он немножко пытается вот это движение закрыть на отскок. На самом деле ситуация достаточно благоприятная, потому что он закрывается в любом случае выше 5000 и 5100. То есть это достаточно существенный шанс дает на то, что на следующей неделе продолжится рост. Baltic Dry. Смотрите, ушел он в рост, но вот то, что он уже к 2000 приближается, с моей точки зрения, это не очень хорошо. Переходя к S&P, SFD на фьючерс. Вчера у нас очень мощное движение было, но максимум так и не переписали. Переходя с нефти на часовой таймфрейм, здесь наиболее вероятно все-таки будет откат в район 3920, возможно 3900. Потому как пятница будут фиксировать позиции. Есть, конечно, вероятность того, что отсюда будет отскок и движение с целью пробить 3960 и уйти наверх.
Я думаю, вероятность такого движения на сегодня она не очень большая. Если только будет какой-то относительно небольшой задерг на 3952-55, но я думаю, потом пятница возьмет свое, и мы начнем корректироваться. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, никак не дают развиться укреплению валютам против доллара. Вот эта вот магическая линия 91,5, он уже как бы выскочил за ее пределы. Посмотрим, как сегодня будут закрываться торги. Пока все факторы указывают на то, что закрытие будет выше этого значения. Если такое закрытие произойдет, то в дальнейшем здесь наиболее вероятно будет продолжаться рост доллара к другим валютам, как это и было в 2018 году по образу и подобию. Так, ВИКС вчера закрылся снижением, сегодня еще котировка не пошла, чуть попозже, наверное, где-то в районе 11-12. Но на текущий момент, то есть все указывает на то, что риски снизились. Но опять же, если раньше это был однозначный индикатор того, что риски снизились, то сейчас с учетом амплитуды колебаний и частоты движения его в эту область говорит о том, что идет набор позиций, который через 1-2-3 недели приведет к движению наверх. Так, друзья, переходя к нефти, часовой таймфрейм Brent, у нас уровень 69,2, если он сейчас с утра пробивается, то по нефти развивается коррекционный откат. Цель этого отката сходить вот сюда вот на 68,77. И если здесь не удержится в районе 68,7, то дальнейшее движение будет на 68, вот сюда вот. 68 сейчас выступает сильным уровнем. Если 68 не пробивается, то все эти коррекционные откаты будут выкупать и двигать нефть наверх. Если до обеда у нас не будет пробития 69,2, то здесь произойдет набор позиций, и мы пойдем тестировать 69,9. И вот в случае пробоя наиболее вероятно будет движение в район 71,72. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Вот у нас идет движение, цель этого движения диапазон, вот этот 73,62, 73,67. Вот этот диапазон сейчас, он будет выступать сопротивлением. Если здесь не возникает пробой и закрепления, то мы отсюда отбиваемся и идем вот сюда вот к нижней границе. То есть в ближайшее время вот тестирование этого диапазона, как оно завершится. Если здесь пробой и проторговка, то мы получаем следующий импульс движения, у которого цель уже 74, 74,1. Поэтому вот в зависимости от разрешения вот этой преграды, здесь либо у нас отбой и возврат, консолидационный диапазон, либо дальнейший рост. Вообще, как бы с учетом текущей ситуации, было бы логично, чтобы на закрытии рубль ослабился. Вот, но с учетом тех ставок, которые сделали юридические лица, я не исключаю, что в начале дня даже здесь будет отбой и коррекционный откат. Возможно, даже на 73,4, 73,5, вот сюда вот. И потом уже к концу дня наиболее вероятно пойдет движение, цель его будет закрепиться здесь и сходить вот сюда вот, ну, либо 73,85, либо в район 74. Вот если пробой этой линии возникает, отсюда сразу идет импульс движения, цель его в район 74,65, вот сюда вот. Так, далее евро-рубль. Но здесь тоже юрики сделали ставку на укрепление рубля против евро. Но смотрите, здесь какой момент. Вот сейчас пошло укрепление евро против рубля. И вот это движение, если оно не откатывается в ближайшие 1-2 часа и не будет пробития 87,7, то нас на сегодня ждет движение, цель которого будет 88,25. Сходите вот куда-то вот сюда. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Сегодня он уже начал откатываться. Вчера мы, в общем-то, переписали вот эти вот локальные хаи, которые были ранее. Ну, относительно локальные, то есть там, конечно, было и более высокое значение ранее, но сейчас, ну, я не знаю, можно, конечно, сказать локальные, можно сказать, что даже на достаточно большом периоде времени это
глобальные хаи. Так, ну не суть важно. Смотрите, вот у нас вопрос в том, как будет эта неделя закрываться. Если мы закрываемся выше 149 500 150 тысяч, это будет очень хорошо. Это будет говорить о том, что на следующей неделе мы увидим продолжение движения наверх. Вот, соответственно, если мы закрываемся ниже, то нас ждет коррекционный откат, ну как минимум на 147 500. Это дневной таймфрейм, сейчас мы перейдем на более короткие. Ну, 4-часовик указывает на то, что разворотная формация и нужен коррекционный откат с целью движения в район 148-147 500. Та же цель, которая и на дневках. Так, ну вот переходя к часовику, здесь картина очень интересная. Она заключается в том, что здесь есть уровень, который 150 250. Вот этот уровень, если его пробитие сейчас возникает, сначала 150 850, потом 150 250, то в этой ситуации нас ждет движение, цель его будет 148 147 500, вот та же цифра, тот же диапазон, который по дневкам и по 4-часовику. Вот смотрите, здесь как я эту ситуацию сейчас вижу. Там ставочка была на то, что вырастет. Ну, можно сказать, что вот этот вот рост какой-то степени он произошел. То есть сейчас для того, чтобы движение наверх продолжилось, я думаю, нужен какой-то откат, ну хотя бы на 150-250. А там уже дальше в зависимости от ситуации на мировых рынках и от цены на нефть. Но было бы логично сегодня все-таки скорректироваться и сходить на 147 500, а не пробивать новые хаи и уходить наверх. Так, друзья, ну далее Сбербанк. Смотрите, по Сбербанку вот этот вот рост, мне кажется, он все-таки уже выдохся. И здесь нужен коррекционный откат для того, чтобы этот рост на 296 и выше он продолжился. Вот этот рост, разумеется, он продолжится и так, независимо от того, кажется мне он выдохся или нет, если сегодня мы получаем пробой 288. То есть следующая цель будет очень быстро 296, я полагаю. Но я думаю, все-таки на текущий момент здесь больше вероятность того, что сейчас будет коррекционный откат, ну вот куда-то сюда, на 283, 284. Вот. В том случае, если возникнет все-таки пробой 280-281,5 вот этого диапазона, нас ждет более серьезное коррекционное движение, цель которого будет 275. Пока, я думаю, вероятность этого не очень высока. Здесь, скорее всего, будет отбой и куда-то движение сюда, потом накопление и движение наверх. Но движение наверх, оно, наверное, все-таки уже в понедельник произойдет. Сегодня, может быть, и будет попытка сходить на 288, но я думаю, все равно либо к концу дня, либо сейчас возникнет движение в район 283-282,5. Так, далее Газпром, 4-часовик. Но здесь как бы установка на рост, на то, что он пойдет сейчас прямо с утра 235,5 пытаться пробить, потестить. Вот. Если возникает коррекционный откат, то его будут выкупать и дальше гнать его наверх. Но если здесь будет пробой 229,5, то в этой ситуации коррекционное движение будет более сильное. И оно уведет его на 225,5 вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее ГМК, смотрите, вот здесь идет поджатие к уровню 23 500. Вот если это значение будет пробито сегодня, или пересечено даже просто на объеме, то весьма вероятно сразу развивается движение. Цель этого движения сначала 24, потом 24 350, вот сюда вот. Вот. В каком случае вот этого движения не произойдет сегодня? Если будет коррекционный откат и пробитие 229 900, 222 850. В этой ситуации мы уходим корректироваться на вот эту оранжевую линию. На текущий момент больше факторов указывает на то, что будет пробитие движения хотя бы на 24 тысячи. Все, друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.